СБУ. Что это? Локальный мем, игровой жанр или клич отдельной касты игроков? В этом ролике мы ответим не только на вопрос, что же такое СБУ, но и разберемся, при чем здесь Escape from Tarkov и нужно ли это понятие игре вообще. Что же такое СБУ? Расшифровку симулятор боя в экстремальных условиях нам предлагает официальный сайт Escape from Tarkov, и она же является единственно верной. Однако, как такового термина СБУ в игровой индустрии не встречается. Жанровое определение исконно принадлежит Таркову и придумано специально для него. Так, первоначальная концепция СБУ подразумевает формирование экстремальных условий, в которых приходится сражаться. Здесь важны именно условия, обстановка, а не дотошная реалистичность боевки. На передний план выходит способность игры генерировать нестандартные боевые ситуации. Хотя поначалу СБУ можно истолковать как симуляцию факторов реального боя, в том числе и экстремальных. Может показаться, что такая игра будет абсолютно реалистичной. Сегодня на просторах сети это понятие сильно искажено. Из жанрового определения СБУ превратился в мем, причем довольно чудной. Для одних заветные 4 буквы символизируют чрезмерную приближенность Таркова к реальности. Для других, напротив, объект насмешек над условностями и отдаленность игры от полного симулятора. Приверженцев какой версии больше, сказать нельзя. То и дело СБУ звучит из уст игроков совсем произвольно. Ликвидировали противника странным образом – СБУ. Встретили баг – СБУ. И тому подобное. Так сложилось исторически. Но даже искаженное значение аббревиатуры в подобных фразах понятно. СБУ зачастую является синонимом слова «реалистично». Если ваш персонаж пережил взрыв гранаты в метре от себя, это не СБУ. А вот если вы из стокового АК-74 нейтрализовали врага с метасборкой М4А1, то вы сотворили СБУ-момент. Да, чего у СБУ не отнять, так это прочной связи с мемными образами, противостояние киберспортсменов-казуалов и СБУ-хардкорщиков, активные наушники с маской Shattered против тяжелых бронешлемов с забралами. Даже наши стикеры следуют этому течению. Часто заветные буквы встречаются в мемах без какого-либо смысла. СБУ ради СБУ. СБУ игроками обычно именуются те, кто в противовес спинномозговому геймплею играет осторожно, с расчетом и применением реальных боевых тактик. В отличие от более спортивных игроков, эти ребята буквально отыгрывают своего персонажа. И что заметно за приверженцами хардкора, казуальных игроков зачастую они упоминают в негативном ключе. Словно делят сообщество на касты, при этом себя причисляя, конечно же, к той, что выше. Мы не склонны к негативу в отношении разных типов игроков, ведь понимаем, что потребности в играх у всех свои, но все же сами считаем, что Таркову стоит развиваться в хардкорном направлении. Хардкорном и играбельном, а не бездумно копирующем реальность. Так, а что о СБУ думает сам Никита Буянов? Спросим же у него самого. Так, к вопросу этой замечательной аббревиатуры СБУ. Я сам конкретно именно СБУ, вот именно в этом словосочетании не использовал. В описании игры было давно сказано, что это симулятор боя в экстремальных условиях, что по сути является сокращением. А так-то это вообще перевод с Hazardous Environment Combat Simulator. То есть, по сути дела, то же самое, но по-английски. И смысл этого СБУ, вообще, на самом деле, это Олег Белов это все продвинул тему. И, по сути дела, адепты СБУ — это не те иные, кто считает, что ЕФТ должен быть настолько максимально реалистичный, что прям вообще, прям не отличить его от реальности. И не должно быть никаких послаблений в сторону аркадных игроков. Должно быть все максимально хардкорно, и только хардкорнее и вообще. То есть они не приемлят даже каких-то небольших подвижек в сторону упрощения геймплея. Хотя это в принципе необходимо для любого игрового продукта. Нельзя просто так его сделать там супер реалистичным. Хотя я лично, мое мнение, что чем хардкорней, чем сложнее, тем лучше. Но я постепенно стараюсь это делать. По принципу 2 шага вперед, 1 шаг назад. Там что-то сделал пожестче, похардкорнее, потом слегка ослабил гайки там для каких-то игроков, чтобы не было так жестко им играть. Но по сути дела в этой аббревиатуре самое главное — это, наверное, симулятор боя.
Вот. Экстремальные в данном случае условия – это не только условия окружающей среды, но это в том числе и психологически нагруженные стрессовые ситуации, экстремально стрессовые ситуации, в которых как бы ты должен в той или иной степени как-то реагировать на это все. То есть вот такая была задумка, именно такое было название, чтобы сделать не просто вялотекущий позиционный бой, а именно симулировать в игре постоянные динамичные бои с множеством различных фичей, параметров, характеристик, которые вот будут давать ощущение реализма и сложности происходящего. Но раз уж Тарков создал это определение, является ли он сам этим СБУ? Удивительно, но не совсем, если воспринимать симулятор буквально. Escape from Tarkov сочетает в себе множество жанров, но всецело не принадлежит ни одному. Tarkov не является полным симулятором, хотя во многих механиках, например в работе оружия, к нему предельно близок. В игре замечательная стрельба, но при этом попадания что по врагу, что по вашему персонажу не кажутся столь иммерсивными. Ты чё не умираешь? Да хуй его знает! Бля, опять хвосты зарядил. Персонаж может пережить десятки выстрелов дробовика в бронежилет, продолжив бежать на полной скорости. Хотя в реальности бойцу сломало бы пару ребер и повалило бы на земь. Но нужны ли такие подробности игре? Безусловно, в Таркове достаточно глубоко реализовано оружие, менеджмент снаряжения, система лечения. И элементы игры с каждым патчем лишь расширяются. Кровотечений теперь два вида. У оружия появились неполадки, а в магазин уже давно можно запихнуть неподходящие патроны. Для кого-то все эти мелочи создают интересный и уникальный геймплей, а для кого-то это скука или даже духота. Но нельзя отрицать то, что реалистичность разных механик неравномерна. Связано ли это с балансными решениями, неготовностью некоторых механик или другими причинами, мы не знаем. Однако мы относимся к разработчикам с пониманием. Во-первых, игра еще не готова, и мы все еще не знаем, как все механики должны работать между собой в финальном виде. Во-вторых, Тарков является экзотичной смесью множества жанров. Это по-своему прекрасно, но и приносит свои трудности. Из-за микса жанров игра никак не может быть полным следователем одного. Как можно себе представить одновременно и полноценный симулятор и РПГ? Этим элементам трудно уживаться под одним капотом. Вряд ли можно совместить привычное для РПГ увеличение ХП с каждым уровнем героя с реалистичной системой ранений, учитывающих положение, допустим, вен и артерий. Уходить в один жанр не будет лучшим решением. Жанровый микс Таркова придает ему самобытности. А вот что от буквального понимания СБУ у игры есть однозначно, так это ЭУ – экстремальные условия. Хардкорные элементы Таркова могут действительно ввергнуть в тяжелые боевые ситуации. Вы можете получить ранение в живот и потерять запасы гидратации с энергией. Здоровье вашего героя будет медленно уменьшаться. Тем не менее, вы все еще можете отстреливаться от окруживших вас противников. А что насчет ситуации, когда вас с одной стороны зажала свита дикого босса со стационарным оружием, а с другой отряд ЧВК с гранатометами и тепловизорами? И в придачу на вас сбрасывают эйрдроп, на который сбежится еще больше врагов. Понятно, что сейчас вышеописанный сценарий исключение из правила, но в будущем подобных ситуаций станет больше. Анонсированы как переработки старых механик, так и добавление новых. Частичная разрушаемость, бронетехника, различные фракции, радиационное и биологическое отравление, да даже зимние DLC. Все это поможет создавать еще более экзотичные боевые ситуации, где требовательность к вашим интеллектуальным способностям будет по-настоящему экстремальной. И все же, раз уж Тарков преподносится как симулятор боевых действий, но полностью таковым не является, значит, нужно им стать? С одной стороны нужно, ведь к чему тогда здесь симулятор? Выходит, сайт игры нам нагло врет? Да, может показаться на первый взгляд. Но на самом деле нет. Сайт игры объясняет, что в рамках игры симулируется, и объективно большая часть этого, хоть и не все, в игре уже реализована. И чего таить, весомую долю этого привнесло недавнее обновление 12.12. Да и не менее важны слова Никиты, что дают новое понимание СБУ. В первую очередь это про различные боевые ситуации, а не реалистичную симуляцию боя. Кстати, напишите в комментариях симулятор боя в экстремальных условиях,
если досмотрели до этого момента. Между прочим, кто-нибудь может назвать полный симулятор боев, учитывающий все реальные нюансы? Вот мы – нет. К тому же, какому проценту игроков важна достоверная симуляция полета пули, проникновений сквозь материалы брони с просчетом реалистичного ущерба персонажу, не забывая при этом учесть анатомию тела со всеми внутренними органами, с подобной дотошностью в каждом игровом аспекте: передвижение, взаимодействие с окружением, банально шанс споткнуться о поребрик и получить травму. А лечение? После тяжелого ранения наш персонаж должен терять какую-либо боеспособность и либо тут же погибать, либо ползком добираться до выхода и месяцами реального времени отлеживаться в убежище? Ну а что? Зато тотальный реализм. В Альфе мы играли составом в 1,5 землекопа и чуть ли не по никам знали друг друга. Без послаблений в определенных местах игра могла бы угаснуть, что ей не раз предрекали. Тем не менее, важно, чтобы эти послабления, равно как и усложнения, были логичными и играбельными. И об этом важно помнить не только разработчикам, но и нам, игрокам. В отзывах и критике важно придерживаться конструктивного начала, чтобы не получилось, что вы воюете не туда, осуждая игру за необходимые для нее элементы и предлагая то, что идет вразрез с игровой концепцией и выходит за рамки играбельности. Вспомним про болевой шок. Раньше любой урон в выбитую конечность мгновенно убивал персонажа. 2 выстрелами из ПМ в одну конечность можно было убить любого игрока. А что насчет F1, аннигилирующий половину локаций завод? Или Aim Punch? Было брутально, но понравилось далеко не всем. Но честно, нам такое все же нравилось. Хотелось бы обозначить и нашу позицию в этом вопросе. В своем понимании игры мы придерживаемся правила, что озвучивал глава студии Battlestate Games: as realistic as playable. Реалистично настолько, насколько играбельно. В первую очередь важен геймплей. Таркову нужен реализм в той мере, сколько он нужен игре, а не симулятору. Сию мысль мы и несем сквозь наши видео, и это развязывает дискуссии как внутри комьюнити, так и между сообществом и разработчиками, что может дать студии лучшие идеи и вдохновить на лучшую реализацию задуманного.